вами снова здоровье, дорогие друзья. Доброе утро. Хочу начать эту программу словами Антона Павловича Чехова. Жизнь – это миг. Ее нельзя вначале прожить на черновик, а потом переписать набело. Такие удивительные слова. Надо действительно стараться прожить свою жизнь так, чтобы она была долгой, и чтобы вы успели сделать очень много добрых дел. Мне кажется, те доктора, которые приходят в нашу программу, живут именно так, по-чеховски. А Чехов, кстати, тоже был доктором. Итак, телевизионная клиника программы «Здоровье» работает. И, как всегда, только самые лучшие врачи спешат вам на помощь. Клиника боли. От чего болит голова? У кого-то это могут быть пропуски пищи, у кого-то это могут быть частые просмотры телевидения, потому что вот эти мелькания света очень часто провоцируют приступы мигрени. Необычные формы боли. Что делать? Вот так уничтожает детей ревматоидный артрит. А вот что происходит с ними после лечения. Но чудо-лекарство многим не по карману. Они не видят причины, чтобы мне его колоть. И они отказываются. Но чтобы выделять деньги на лекарства. Кто обрекает наших детей на инвалидность и как помочь детям? Ходьба. Держим курс на здоровье. Ну и перед этим опять же какой-то должен быть разогрев. С математической точностью вычисляем скорость здорового шага. Ужасы храпа. Что делать, если сладкий сон разрушает громогласный звук? В самой середине ночи я очень сильно храплю, и у меня останавливается дыхание. Моя жена просыпается и постоянно меня будет. Она злится и уже готова выкинуть меня из дома. Чтобы вылечить тяжелейшую форму храпа, американские хирурги создают своим пациентам новую форму рта. Наш репортаж из Нью-Йорка. Химия на кухне. Что общего между копченым мясом и трубочистом, заболевшим раком? Трубочисты сидят на трубе, покрытые вот этой гарью, чистят трубу, а там везде есть этот самый бенспирен, и у них это профессиональное заболевание. Изучаем копчение как химический процесс вместе с профессором Коганом. Итак, друзья, сейчас мы в клинике боли. Программы здоровья. Несколько программ подряд мы рассказывали вам о боли в спине и об этапах лечения этой боли. Наша сегодняшняя тема – необычные боли. Вот такой необычной болью является боль, возникающая при мигрени. Мигрень – это сильнейшая боль в одной половине головы. Сейчас такой приступ развился у нашей пациентки. Мигренью страдали многие великие люди. Понтий Пилат, Чарльз Дарвин, Антон Павлович Чехов. Поэтому мигрень очень часто называли болезнью гениальных людей. Но научные исследования показали, что приступы мигрени никак не связаны с гениальностью. И этой болезнью может заболеть любой человек. Подавить приступ мигрени обычными обезболивающими лекарствами невозможно. Гюзель Рафкатовна, итак, мигрень. Чем эта боль по механизмам развития отличается, скажем, от боли в спине, от любой другой боли? Ну, прежде всего, это боль, которая возникает, и источником ее являются рецепторы, которые расположены в сосудах головного мозга, и прежде всего в сосудах твердой мозговой оболочки и некоторых других элементов. Так вот, в этих образованиях происходят не только элементы неспецифического воспаления, так называемого, но и механизмы сосудистые. То есть это расширение кровеносных сосудов, которые кровоснабжают определенные участки, откуда происходит, собственно, эта боль. Причиной боли в одной половине головы является возбуждение нейронов тройничного нерва. Оно передается в затылочную часть коры головного мозга, волна поднимается вверх, в результате кровеносные сосуды патологически расширяются. Вылечить такую головную боль можно только с помощью особых лекарств.
когда мы говорим о мигренозной боли, мы должны иметь в виду, что необходимо воздействовать на этот сосудистый механизм. Поэтому, исходя вот из этих представлений и знаний, на каком-то этапе были синтезированы, созданы специальные средства, которые называются противомигренозные специфические, так называемые препараты, их назвали триптаны. Вот можно я просто покажу нашим зрителям, друзья, чтобы вы отличали. Вот большими буквами написано торговое название препарата, а маленькими буквами, вот, маленькими буквами написано так называемое международное непатентованное название. Вот это целая группа препаратов, которые входят в класс триптаны, и на конце названия вот этого будет обязательно слово триптан. Вот это суматриптан. Вот амигренин относится к классу тоже триптанов. Это специфические антимигренозные средства. То их нужно применять для лечения именно мигренозной головной боли и никакой другой. И вот я сейчас хочу, чтобы наша дама чудесная, у которой сейчас приступ мигрени, выпила эту таблетку. Давайте я вам помогу. Итак, амигренин – это лекарство, созданное только для лечения мигренозной боли. Оно блокирует возбуждение нейронов тройничного нерва и повышает тонус сосудов мозга. В результате головная боль проходит. Какие советы могут быть для людей с мигренью? Когда ее лечить? Можно ли терпеть или нет? Вот как лучше? Конечно, мигренозную боль долго терпеть нельзя. Тоже совершенно точно доказано, что если мы принимаем препарат при первых симптомах боли, нам удается купировать почти все приступы и избежать прогрессирования вот этой тяжелой боли и сопровождающих симптомов. И поэтому нужно применять препарат как можно раньше, при первых симптомах боли. Потому что если применять попозже, конечно, и эффективность такого лечения уже существенно хуже. Ну вот так, друзья, особая боль, боль при мигрени. Не забывайте об этом. Мигрень терпеть нельзя. Чем раньше вы начнете лечение, тем лучше будет для вас. Спасибо большое профессору Табеевой. Через полчаса наступит просветление в голове. Наша программа продолжается. Спонсор нашей программы – общество с ограниченной ответственностью «Фора-Фарм», выпускающее крем «Софья» с экстрактом медицинской пиявки и биостимулирующим действием. Крем «Софья» с экстрактом пиявки защитит ваши ноги от варикозной болезни. «Софья» с экстрактом пиявки. Красота и легкость здоровых ног. Крем для ног #1 в России. Наша программа продолжается, друзья, и сейчас в нашей программе история маленькой девочки Даши. Даша в раннем детстве заболела ревматоидным артритом. Это болезнь, которая буквально покореживает все суставы. И маленькие дети становятся инвалидами. Сегодня созданы прекрасные лекарства для лечения ревматоидного артрита. Но проблема всегда одна. На эти лекарства нет денег. И вы знаете, я хочу сказать, что в жизни Даши рядом с ней оказался удивительный человек. Это моя коллега, журналист Ирина Григорьевна Краснопольская, один из старейших журналистов России. Именно она подняла на борьбу за судьбу этой девочки, можно сказать, весь народ нашей страны. Люди, прочитавшие статью в российской газете о девочке Даше, даже не подозревали, сколько таких детей у нас в стране. Эти кадры снимали доктора научного центра здоровья детей. Тяжело больных ребятишек сюда привозят со всей страны. Болезнь эта называется ревматоидный артрит. Она возникает, когда по неизвестным причинам иммунные клетки начинают воспринимать ткани сустава ребенка как врагов и приступают к их уничтожению. В результате возникает сильнейшее воспаление, суставы деформируются и разрушаются. Температура 40, адские боли и постепенное истощение. Вот что делает эта болезнь с детьми. Ну и родители тоже очень мучаются, страдают. Извините, что так. Я успокоюсь. Своего 8-летнего внука Авдея Анна Васильевна привезла из Ижевска. Она уже знает, что сегодня есть выдающиеся лекарства, которые полностью вылечат ее внука. Еще раз напомним вам, вот так выглядят дети, которых не лечат.
А вот такими они становятся после лечения, активными и счастливыми. Все эти лекарства, которые нашими детьми часто называются чудо-препаратами, потому что они действительно творят чудеса, все очень дорогие. Екатерина Иосифовна Алексеева – вторая мама для своих маленьких пациентов. За каждого из них она готова биться до конца, помогая не только лечить, но и доставать деньги на лекарства. Для меня ее профессиональный архив – это крик души врача. Этим детям можно и нужно помочь. Помогите. Вот такой маленькой старушкой привезли в центр Машу Неделяеву из Владимира. А вот так она чувствует себя сегодня. Всего через полгода после начала лечения. Капельницу с лекарством Маше ставят каждые 2 недели. Доктор Алексеева лечит девочку так, как ее лечили бы и в Европе, и в Америке. Теперь я могу все. Я могу бегать, могу... я все могу. Чтобы Маша просто нормально росла, лекарства нужно принимать всю жизнь. Если лечение отменить, то девочка снова станет маленьким инвалидом. Цена одной дозы препарата хорошо известна всем родителям. На одну капельницу нам надо 32 тысячи. Здесь, в отделении доктора Алексеевой, в Центре здоровья детей, всех детей лечат бесплатно. Но в регионах получить лекарства практически невозможно. Отказали в нем и Андрюше Евсееву. Вот это лекарство, они не видят причины, чтобы мне его колоть. И они отказываются, чтобы выделять деньги на лекарства. Чиновники из города Рудня Смоленской области. Кто дал вам право одним росчерком пера сделать этого мальчика инвалидом? Препарат не дали, в сентябре он прекратил лечение, и вот сейчас, вы сами видите, он в тяжелом состоянии вновь поступает сюда. Я еще раз подчеркну, сегодня эта тяжелая болезнь прекрасно лечится. Надеемся, что все-таки наше государство поможет нашим детям, выделит деньги, и наши дети будут лечиться. Дашины родители не стали ждать, пока государство решит эту проблему. Ее дедушка обратился в «Российскую газету». После публикации на счет Даши стали поступать деньги из разных уголков России. Собранных средств на спасительный препарат хватит на несколько лет. И сегодня Даша вместе с мамой, а также журналистом Ириной Краснопольской, гости нашей студии. Почему так трудно у нас решить эти вопросы, Ирина Григорьевна? Как вы думаете, с высоты вашего стажа работы в медицинской журналистике? Я, честно говоря, не знаю, почему вот мы... Это от отчаяния, понимаете, это знак отчаяния, когда мы даем координаты Дашиных родителей, и чтобы туда люди переводили деньги. Просто мне трудно говорить об этом, потому что это такая больная проблема, не только же с Дашей связана. Как решить эту лекарственную проблему, понимаете, каждый раз мы с этим сталкиваемся, и мы ходим, извините, с протянутой рукой. Мы просим людей, мы обращаемся к спонсорам, мы ищем какие-то возможности, чтобы эти лекарства были доступны. Вы понимаете, что это безнравственно, просто безнравственно вот такое положение с лекарствами. Вот это был крик Ирины Григорьевны Краснопольской. Я все-таки верю, что сейчас есть попытки решить лекарственную проблему. И вы знаете, что еще? Я считаю, что очень важно, чтобы пациенты объединялись. Поэтому сейчас создается очень много обществ пациентов. И пациенты друг другу во многом могут помочь. Безусловно. В Америке, да, где в высокой степени решены проблемы лекарственного обеспечения благодаря добровольному медицинскому страхованию, даже там есть общество пациентов, которые помогают друг другу. Привлекают деньги самые разные, фармацевтических компаний, состоятельных людей, друг другу помогают. И это тоже очень важно, друзья. Я разделяю ваше обращение к государству. Я уверена, что государство для детей что-то должно сделать. Но я абсолютно уверена, что в случае с Дашей огромную роль сыграла активность ее близких, дедушки, да, родители. Да. Потому что они бились, они не говорили «государство, изменись», они бились за своего ребенка. И правильно делали. Ну иди ко мне, душа моя, подойди ко мне. Вот теперь, глядя в камеру, скажи, чего ты желаешь всем людям на земле?
Я желаю всем здоровья и счастья. А мы тебе желаем здоровья и счастья, и рады, что вокруг тебя оказалось столько добрых людей. И еще раз посмотрите на детей, больных ревматоидным артритом, до и после лечения. Всех их можно вылечить, и всем можно помочь. И сделать это может каждый из нас. Дашу, тебе мы желаем здоровья, спокойствия твоим родителям, дедушке, бабушке, всем абсолютно. Еще раз хочу удивиться энергией Ирины Григорьевны Краснопольской, которую много лет знаю, как человека, который поднимает волны благородства в нашей стране. Спасибо и вам, Ирина Григорьевна, вам тоже здоровья. Будем добрыми людьми, и тогда не надо будет обращаться к государству за помощью. Мы сможем, если захотим. Наша программа продолжается. Доброта спасет мир. Вот это для безопасности, если вдруг упадешь, она вывернется и остановится. Доброе утро, Евгений Шалович. Да. Дорогие друзья, мы продолжаем разговор о тех разновидностях физической нагрузки, которые вы можете использовать у себя дома без вреда для собственного здоровья, а также о том, что может быть для вашего здоровья опасно. Мы уже рассказали вам о том, какие угрозы таит бег. Я хочу вам напомнить это. И еще раз напомнить, что бегать хорошо до 35 лет. Позднее бег скорее в минус, чем в плюс. Итак, главная опасность бега – это угроза повреждения позвоночника. В норме позвонки отделены друг от друга межпозвоночными дисками. Во время бега каждый раз, когда человек опускается на землю, возникает тяжелейшая вертикальная нагрузка. Она приводит к сдавлению дисков. До 35 лет наши диски упругие, как резина, и такая нагрузка им не страшна. Но после 35 структура дисков меняется. Они становятся хрупкими. И при каждом прыжковом ударе трескаются и разрушаются. Поэтому врачи рекомендуют заменить бег на ходьбу. Первое, что я вам хочу сказать, как кардиолог, что ходьба сегодня официально признана как метод тренировки сердечно-сосудистой системы и защиты сердца. Но и с точки зрения травматологии, правда, ведь ликвидируются эти вертикальные нагрузки. Конечно. Если ходьба правильная, то, в общем, Конечно. Для человека даже с точки зрения опорно-двигательной системы тоже хорошо. Согласны, да, Евгений Шалович? Согласен, да. Теперь как ходить? Ну, любой травматолог скажет, что к любой физической нагрузке нужно подготовиться, да? Конечно. Вот что такое разогрев? Вы все время говорите разогрев, разогрев. Что это такое? Ну, дотянуть, скажем, пятку до ягодицы. То есть просто вот перед да, бегом вот это встать, вот, да. вот так, потянуться. Растянуть, да, вот это, четырехглавую мышцу, да. Как приятно. Да, или, скажем, сидя, ну, на лавочке, подтянуть, выпрямить ногу, подтянуть стопу на себя. Просто поработать голеностопом, так называемый голеностопный насос. Он будет улучшать. Отправит кровоток весь вверх. Да. Перед ходьбой необходимо разогреть мышцы и суставы. Простые упражнения увеличат кровоснабжение в организме и подготовят тело к дальнейшей нагрузке. И, пожалуйста, запомните, с медицинской точки зрения самой полезной считается ходьба на открытом воздухе со скоростью 2 шага в секунду в течение 40 минут. Сразу вы не сможете идти со скоростью 2 шага в секунду, потому что это шаг такой раз-два, 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 раз. Это быстрый шаг. Очень быстрый, когда ты сразу потеешь, ты сразу понимаешь, что это нагрузка и так далее. Поэтому начинать надо первые 5-10 минут вот с такой ходьбы. С ходьбы медленной, постепенно ускоряясь. Вы должны дышать полной грудью, захватывать воздух и кислород. Ну и подальше от автотрасс, круг магистральный. Ну, подальше от автотрасс. Кислородное окисление, когда происходит, то улучшается обмен веществ в присутствии кислорода. Во время ходьбы со скоростью 2 шага в секунду прежде всего активно сокращается сердце. Кровоснабжение усиливается, сосуды мозга и сердца расширяются. В организм поступает много кислорода. А именно кислород необходим для того, чтобы сжигать жиры. Обратите внимание,
Для того, чтобы кислорода было в достатке, ходить нужно на свежем воздухе. Это полезнее, чем в тренажерном зале. Кроме того, во время ходьбы нет вертикальной нагрузки, а значит, диски не травмируются и боли в спине вам не грозят. И теперь конец ходьбы. Это тоже очень важно знать. В конце ходьбы вы должны замедлять ходьбу постепенно. Надо добавить, что если уже решили быстро ходить, правильно ходить, то надо бросить курить, излишне увлекаться кофе. И будет у вас, друзья, абсолютно здоровое сердце. Ну вот так, огромное спасибо профессору Ламтатидзе, который сегодня был нашим экспертом. Наша программа продолжается. Елена Васильевна, вам спасибо. Ну а сейчас в эфире наш американский проект, дорогие друзья. И я приглашаю вас в город, который люблю так же сильно, как Москву, в столицу мира, Нью-Йорк. Итак, мы знакомим вас с лучшими докторами Америки. Мы с вами в Нью-Йорке. Это знаменитая Таймс-сквер, площадь времен. Место, где всегда масса народу, где никогда не затихает жизнь. Нью-Йорк часто называют городом, который никогда не спит. Это правда. Здесь всегда шумно, многолюдно. Здесь люди всех национальностей, самых разных религий могут найти для себя место. Но вот сейчас из этого города, который никогда не спит, я хочу обратиться к людям, которые спят плохо, потому что болеют. Их болезнь называется остановка дыхания во сне. И возникает она чаще всего у храпунов. Именно здесь, в Америке, разработан особый стандарт лечения этой болезни. Поэтому, как всегда, с этих роскошных, шумных площадей Нью-Йорка я приглашаю вас в госпиталь. Мы с вами в лаборатории сна госпиталя «Глаз и ухо». Специальное обследование здесь проходит Вирджино Паскуалино. Он обратился к врачам, потому что сильно храпит и не высыпается. Мужчина работает водителем трейлера и опасается попасть в аварию. Я дальнобойщик и по ночам плохо сплю. В итоге засыпаю за рулем, когда останавливаюсь на перекрестке на красный свет. Трагедия состоит и в том, что оглушительный храп Вирджино может стать причиной его развода с женой. В самой середине ночи я очень сильно храплю, и у меня останавливается дыхание. Засыпается и постоянно меня будет. Она злится и уже готова выкинуть меня из дома. Вот так выглядит рот здорового человека. Большое темное пространство – это и есть проход для воздуха. Но у Вирджино все по-другому. Его рот или ротоглотка практически полностью закрыта тканями мягкого неба, языка и миндалин. Врачи вообще удивились, что их пациент мог дышать. Ночное обследование подтвердило. Во время сна дыхание Вирджино останавливается, и он может погибнуть в любой момент. Но сегодня всем неприятностям мужчины будет положен конец. Несмотря на английский без акцента, хирург имеет славянское имя – Геннадий Украинский. Сегодня он сделает уникальную операцию. Ему предстоит удалить миндалины, уменьшить размер основания языка и удалить язычок мягкого неба для того, чтобы открыть свободный проход для воздуха. Громадная по объему операция займет всего 1 час. Мы начинаем эту процедуру с удаления гланд. Посмотрите, скальпеля у хирурга нет. Вместо этого уникальный прибор. Это так называемая холодная плазма. Это аппарат, который создает в воде радикалы, которые разбивают связи между белками. И за счет того, что эти связи разрушаются, ткань отпадает.
Этот прибор изобрели в Советском Союзе еще в 70-е годы. Но у нас он никому не пригодился, а в Америке его используют с восторгом. Я не уверен в Новосибирске, но совершенно 100% в России. Мне кажется, в Новосибирске. К сожалению, не нашел там применения, но поскольку он настолько безболезненный, его стали использовать ортопеды для операции на хрящах колена. А потом уже переняли мы, отоларингологи и нейрохирурги. Суть действия прибора предельно проста. Он без разрезов и крови просто выпаривает и удаляет ненужные ткани. Несколько минут, и гланды удалены. В данном случае я решил удалить также частично часть мягкого неба. Итак, хирург уже удалил гланды или миндалины и язычок мягкого неба. Теперь необходимо убрать излишки расширенного корня языка. Еще раз обратите внимание, все это делается без скальпеля и разрезов. Ненужные ткани выпариваются прибором, который был создан в России, но пригодился в Америке. Скажите мне, вы курите? Нет. В Америке вообще есть врачи, которые курят или нет? Наверняка можно кого-то найти, но это, в общем-то, редкость. Вам понравился врач-алкоголик? Наверняка нет. В общем-то, на человека, который курит, в этой стране уже смотрят как на врача-алкоголика? Да, как на врача-алкоголика. Тем временем начинается заключительный этап – уменьшение объема корня языка. Инструмент погружен прямо внутрь языка, и излишки ткани просто выпариваются. Крови нет. Таким образом, мы убираем до 30-35% задней части языка. Итак, полость рта полностью изменена. Свободный проход для воздуха открыт. Вирджина больше не будет храпеть, и никаких остановок дыхания тоже не будет. Мы оставляем пациента на ночь. Завтра утром пациент должен совершенно спокойно пойти домой. Напомним, каждый день в госпитале «Глаз и ухо» оперируют 260 пациентов. И только 6 из них остаются здесь ночевать. Ну что ж, друзья, ровно одна ночь прошла после операции, и мы с доктором Украинским, который великолепно провел эту операцию, навещаем больного. Когда вы выпишете его, нашего дальнобойщика? Я думаю, что минут через 10. Good morning. Доброе утро. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Лучше. Глотайте хорошо? Немного трудно, но все равно хорошо. Как дыхание? Очень хорошо. Отлично. Лучше, чем раньше было? Да, намного. Мы желаем вам самого лучшего результата. Спасибо. Сегодня мы отправляем вас домой, и медсестра даст вам все рекомендации. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы надеемся, что ваш брак теперь будет счастливым после этой операции. Я тоже надеюсь, что жена больше не выгонит меня из дома. Здоровья вам. Ну вот так, дорогие друзья. Наш соотечественник, доктор Украинский, блестящий хирург, и один из его многочисленных спасенных пациентов. Это американский проект «Программа здоровья». Спасибо вам, доктор. Наша программа продолжается. Ну что, дорогие друзья, у нас прям тут пожарище какое-то. Давайте откроем посильнее, чтобы люди не пугались, а то они будут думать, что у нас тут неведомо что. А мы всего-то, друзья, изучаем методы приготовления еды. Вот так в дыму и пожаре мы занимаемся изучением этого сложного вопроса. Мы рассказали вам о том, что происходит, когда пища варится, тушится, жарится. Последний вариант – копчение. Сегодня мы поговорим именно о нем. Копчение – это обработка дымом. И дым образуется, даже если мы ничего не капаем на угли, все равно при сгорании самих углей образуется достаточно много частичек и твердых, и жидких, которые проникают в мясо и покрывают его.
Итак, главный компонент копчения – это дым. Он образуется в результате накаливания углей и содержит канцерогены – вещества, вызывающие рак. Ядовитое раковое облако окутывает мясо или курицу. Таким образом, смертельно опасные частицы проникают в коптящийся продукт и накапливаются в нем. Ситуация ухудшается, когда расплавленный жир с мяса капает на угли. Значит, вот когда жир капает на раскаленные угли или просто металлическую поверхность, а там температура достигает 500 градусов Цельсия, это очень высокая температура, при этом возникают так называемые полиароматические углеводороды. И из них самый опасный, который называется бензпирен. Это вещество, которое используют для того, чтобы вызвать рак у экспериментальных животных. Известно, что трубочисты, это было уже известно с 18 века, записывали врачи, у них профессиональная болезнь – это рак мошонки. Это трубочисты сидят на трубе, покрытые вот этой гарью, чистят трубу, а там везде есть этот самый бензпирен, и у них это профессиональное заболевание. Итак, трубочисты заболевают раком, контактируя с копотью. Мы же рискуем получить смертельную болезнь с аппетитом, поедая копченое мясо или курицу, корочка которой пропитана веществами, вызывающими рак. Касается ли это жарения шашлыков, например, да, на вот улице? Шашлыки, барбекю, они тоже подвержены этим же процессам, потому что когда мы делаем шашлык, то жир с мяса капает на раскаленные угли, там образуются вот вещества типа нафталин, бензпирен, поднимаются вверх и попадают в мясо. Поэтому новые шашлыки, шашлычницы, вы, может, видели, вертикально расположены нагревательные приборы. В этом случае жир уже на них не капает. И в значительной степени уменьшается вредность вот таким способом приготовления шашлыка. Если вы не можете отказаться от копчения, используйте для этого современные приборы. Они устроены так, что расплавленный жир не попадает на раскаленную поверхность. В результате мясо и курица меньше пропитываются канцерогенами. Но даже в этом случае назвать их безопасными для здоровья нельзя. Итак, друзья, я прямо сейчас достану какую-нибудь курицу нашу. Просто для того, чтобы сказать вам, что вот такой способ приготовления еды, копчение, относится к числу самых-самых опасных. Ну, иногда диетологи рекомендуют кожуру снимать. Вот, например, курица копченая там, или даже рыбы. Кожуру убирать, потому что там основная масса. Внутри... Тогда мы уменьшаем вред. Совершенно верно. Ну вот так, друзья. Все-таки выход мы для вас нашли. Снимите хотя бы кожу с ваших копченых продуктов. Тогда вред будет меньше. А вообще, честно говоря, в здоровом питании копченая еда отсутствует. И точка. Потому что, кроме того, что копченая, еще соленая, поэтому там пользы вообще нет никакой. Итак, копчением мы заканчиваем тему приготовления еды с химической точки зрения. Химия на кухне. Эту замечательную тему мы рассмотрели вместе с нашим экспертом, доктором химических наук, профессором Натаном Ароновичем Коганом. Спасибо вам огромное, Натан Аронович. Спонсор нашей программы – общество с ограниченной ответственностью Медтем Технологии, выпускающие фильтры для воды «Барьер». Вашу жизнь и здоровье, друзья, сохранит только чистая вода. Не нравится водопроводная вода? Вам нужен «Барьер». Фильтры «Барьер» эффективно очищают воду от флора и тяжелых металлов, делая ее безопасной и полезной. Здоровье – лучший подарок. Заканчивая эту программу, хочу напомнить вам слова Ральфа Эмерсона. Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Всем, кто нас смотрит, я желаю здоровья и счастья. И увидимся снова ровно через неделю, когда телевизионная клиника программы «Здоровье» на Первом канале распахнет свои двери для вас. Берегите себя.